Моим ребятам сегодня очень захотелось сладкого, поэтому буду готовить очень вкусный и простой торт. Основным ингредиентом этого торта будет арахис. Все ингредиенты вы сейчас видите перед собой на экране. Вы можете остановить видео и выписать их себе. Начнем с того, что нужно взять 100 грамм арахиса, пересыпать его в сковороду и обжарить. Далее беру 120 грамм сливочного масла и растапливаю его на небольшом огне. Арахис нужно хорошенько перемешивать, чтобы он не подгорел. У меня это заняло приблизительно 5 минуток. Дальше насыпаю в большую емкость 80 грамм сахара. Оставляю охлаждать арахис. Добавляю к сахару растопленное сливочное масло и все перемешиваю, чтобы сахар растворился в горячем масле. Туда же просеиваю 200 грамм пшеничной муки. Не поленитесь просеять муку, чтобы обогатить ее кислородом и придать воздушности коржам. Тесто должно получиться крутое. Вслед за мукой добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя. После каждого ингредиента стараюсь тщательно вымешивать тесто. Добавляю 1 куриное яйцо. Снова все хорошо перемешиваю. С помощью блендера или скалки превращаем арахис в мелкую крошку. Если делаете в блендере, то измельчайте импульсами, чтобы арахис не выделил масло. Добавляю арахис в тесто и снова хорошенько все вымешиваю, чтобы хорошо распределить арахис. Формирую колбаску из теста и оставляю ее на 20 минут в морозильнике. В это время занимаюсь кремом. Для того, чтобы приготовить крем, мне нужно взять 320 грамм сметаны 30% жирности и 320 грамм вареной сгущенки. Я покупаю обычную сгущенку и отвариваю ее в течение часа. Взбиваю сгущенку со сметаной с помощью блендера до однородности. Обратите внимание, что крем не будет густым. Взбивайте его несколько минут. Следующий этап самый сложный. Скоро поймете почему. Достаю тесто из холодильника и делю его на 12 частей весом 45 грамм. Я сформировала из теста шарики, так проще их раскатывать. На рабочую поверхность кладу лист пергаментной бумаги. У меня противень позволяет выпекать 2-3 коржа диаметром 16 см. Поэтому на выпечку идет немного времени. Ну вот, пожалуй, самый сложный этап. Нужно хорошенько раскатать колобки в тонкие блинчики. Можете сначала попробовать сделать круглый корж руками, а потом выровнять скалкой и вырезать формой круг. А излишки теста, которые останутся по бокам, пальцами распределить по коржу. Коржи будут очень тоненькие, буквально несколько миллиметров в толщину. Перекладываю их на противень и запекаю при температуре 180 градусов примерно 4 минутки. Получились такие вкусные и ароматные коржи. Имейте в виду, что пока горячие, они очень хрупкие. То же самое я повторяю со следующими шариками теста. Главное, следите за коржами в духовке. Как только станут золотыми, вытаскиваем и даем остыть. Теперь дело за малым. Нужно собрать наш торт. Дно тарелки, на которой буду собирать торт,
смазываю тонким слоем крема. Затем сверху кладу первый корж. Дальше все просто. 3-4 столовые ложки крема и повторяю слои. Кстати, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные вкусные рецепты, проверенные дома. Торт замечательно пропитается. Он будет очень мягким, вкусным, с нотками арахиса и щербета. В конце приготовления накройте торт пленкой или фольгой и оставьте его в холодильнике на ночь. Но чем дольше, тем лучше он пропитается. На следующий день нужно достать торт и украсить его. Можно украсить крошкой из арахиса, крошкой из коржа, ягодами, конфетами. В общем, как вам больше нравится. Я разломала один корж и взяла трюфель из черного шоколада. Ну вот, самое время показать вам, как выглядит торт в разрезе. Получился вот такой замечательный сытный торт с ореховым вкусом, который мы скушали с удовольствием. Чем не праздничный торт? Вкуснота! Всем приятного аппетита и до встречи!